Эй, всем, ребята, привет! Добро пожаловать на канал Красная Таблетка. И сегодня это видео будет немножко отличаться от предыдущих. Оно будет более натуральное, что ли, настоящее. Сегодня я просто поболтаю с вами на самую главную тему в нашей жизни. Это жить своей жизнью. Сегодня я одел футболку не зря вот с этими грязными штуками, да? Канал саморазвития «Красная таблетка». Действительно, мы живем каждый день и очень сильно переживаем, что о нас подумают другие. Не одеваем нашу любимую футболку, которая, может быть, уже не так хорошо выглядит. Не переезжаем в ту страну, которая, возможно, не понравится твоим друзьям или они не поймут твой выбор. Не выбираем тех женщин или мужчин себе только лишь потому, что они не совсем подходят под каноны нашего общества, окружения и так далее. И у меня такое ощущение складывается, что походу люди ни хрена не поняли, что они живут всего лишь одну жизнь. И в итоге продолжают заниматься всякой херней, которая им не интересна, и при этом еще думать о том, что скоро они точно сделают что-то новое для себя, что-то другое. Это самообман. Сам по себе канал Красная Таблетка был создан для того, чтобы передать тот объем информации, который я пропустил через себя, исследования, которые я провел над собой, в первую очередь, над своим мышлением, над своими клиентами. И сейчас я твердо убежден в определенных процессах и жизнедеятельности человека, которые сейчас дают мне ответы на те действия или решения, которые принимает мой аватар вне зависимости от моих пожеланий. Жить даже своей жизнью по факту не совсем всем доступно. Но если вы смотрите это видео и до сих пор вы остановились на этом видосе, значит вы способны начать жить своей жизнью. Большинство людей живет в страхах, ограничениях, и я в том числе, я не то, что там какой-то там хрен с горы, я то же самое переживал, я то же самое ощущал, и я просто в какой-то момент поймал себя на мысли, почему я не живу своей жизнью. Никогда не появился такой вопрос, что типа, а когда? А когда начнем? Когда трейлер закончится, когда фильм-то начнется? Никогда не будет подходящего момента, чтобы начать делать то, что ты хочешь. Нужно начать прямо сейчас. Это без вариантов вообще. Как говорил еще Радислав Гандапас, господи, вспомнили. Если нет у тебя кроссовок, беги в классических туфлях. Не надо ждать позитивного, спокойного, самого подходящего момента, чтобы начать жить своей жизнью. Если этого не сделать прямо сейчас, то вы не сделаете этого никогда. С каждым днем, с каждым годом мы стареем, смиряемся с тем, что имеем. Как только ты начинаешь кого-то слушать, потыкать или делать что-то, то, что тебе не подходит, выполнять функции или систему, по которой тебе не хочется жить, и это как раз про личные границы, про уверенность в себе, про детские травмы, про те слова, которые нам говорили родители, учителя, школьники, одноклассники. И, соответственно, чувство стыда. С детства, которое нас ограничивает, которое нам говорит, ты-то вообще-то не такой-то и уж, или не такая-то и уж хорошая, или способная, или там какая-то интересная личность, поэтому не высовывайся и живи в своей деревне и работай в колл-центре, который тебя уже просто надоел. Жить своей жизнью не имеет ни хрена никаких минусов, потому что это исцеляет всех нахрен вокруг твоих ребят, людей, друзей и общества. Это самый лучший оргазм, который может быть на этой земле. Когда ты просыпаешься там, где ты хочешь, когда ты видишь то, что ты хочешь, когда ты занимаешься каждый день просто 24/7 своим делом, которое ты любишь. И самое важное, что рядом с тобой только те люди, которые тебя понимают, те люди, которые тебя поддерживают. Единственное, куда нужно инвестировать бабло, время, это прокачать свою башку и понять,
что жить ты будешь только один раз. И все. Прикинь? И все. Больше никогда. Вообще никогда. Вот прикинь, вот вообще никогда. Только сейчас. И где ты сейчас? Узнай. Узнай это. Где ты сейчас? Открой глаза. Посмотри, что вокруг. Что вокруг происходит. Это не значит то, что я хочу тебя унизить или там себя как-то возвысить. Нет. Я просто чувствую, что у меня это идет, у меня льется это. Я понимаю то, что и сейчас я занимаюсь своим любимым делом. Я работаю с людьми, и я их чувствую. А самый важный момент в том, что в окружении сейчас у меня только мои люди. Когда ты становишься понятной личностью для общества, яркой, для своей личности, никто не говорит, что тебе нужно скакать, там с ума сходить, как все это делают. Нет, ты будешь жить в своем стиле, но делать именно то, что ты хочешь. Я задал один раз вопрос молодому парню о том, что бы ты делал, если бы у тебя было бы хреново туча бабла и хреново туча свободного времени. И он мне так сказал, что типа, блин, нифига какой вопрос крутой. Мне ни разу его не задавали. И я такой думаю, в смысле ни разу не задавали? Это, по-моему, самый первый вопрос, который витает в облаках, и все его знают. Еще раз озвучу, потому что вдруг все-таки кому-то зайдет это опять в душу, и оказывается, что слышал этот вопрос только я и еще 3 человека. Что бы ты делал или делала, если бы у тебя были бы деньги и много свободного времени? Чем бы ты занимался? Чем бы ты занималась? Подумай. И начни это делать прямо сейчас. Прямо сейчас. Да, я понимаю. Кредиты, нету времени, нету денег, сложно, непонятно, нету образования, друзья не поддерживают, родители не поймут, страшно. Я понимаю, да, нет бесстрашия, правильно? Нет чувства собственного достоинства, уверенности в себе. Вот все это, вот эти все столпы фундамента, которые дают возможность реально начать жить своей жизнью. И это самое лучшее и чистое счастье. Самый лучший, чистый, органичный наркотик для наших гормонов. Жить своей жизнью. Вопрос лишь остается, почему до сих пор не все туда зашли? Почему так сложно? Это не так просто. 16 лет я к этому готовился. Сейчас я запустил свой онлайн-курс «Красная таблетка», которая построена на фундаментальных уроках, которые я синтезировал, родил в процессе личной работы наставником и изучения и прокачки своих мозгов. Очень просто объяснит очень сложные процессы и просто решит сложные процессы. Все сложное и все глобальное всегда заключено в простом. Просто мы не очень видим эти связи. Почему у нас сливается вода по спирали? Да потому что мы крутимся, мазафака. Планета наша летит. Глобальные вещи заключены в самых простых. Если вы не посмотрели до сих пор видео «Красивые люди тупые», желание сделать приятно красивому человеку и подписка на YouTube, я там соединил это в одно и то же. Потому что это построено на инстинкте самосохранения. Посмотрите, это офигенный видос. Такие сравнения взрывают мозги, и ты реально начинаешь понимать, что все вещи, которые вокруг тебя, они на самом деле одинаковые. Сейчас я решил записать этот видос, пока извлекаю на компьютере видео тестовый урок, который я отправлю сейчас на сайт свой. Одна из частей моего онлайн-курса «Красная таблетка», и каждый может затестировать, то есть запустить такой некий тест-драйв и понять, что подходит это тебе или нет, потому что те фундаментальные структуры, с которыми мы будем работать там, они очень круто прокачают человека. И я считаю, что это справедливо дать возможность человеку протестировать онлайн-курс, прежде чем его полноценно купить. Да? Так вот, жизнь, она очень коротка. И когда я это начал принимать, тогда начинает жопа покрываться огнем. И в этот момент начинает включаться инстинкт самосохранения. Осознать, чтобы начать заниматься развитием, начать путешествовать, жить своей жизнью, то, что ты живешь одну, сука, жизнь, и она скоро закончится. Чем ты занимаешься сейчас? Прямо сейчас. Должно что-то щелкнуть. А щелкнуть должно, что
У тебя все есть, у тебя все получится. Я в тебя верю, я тебя поддержу. У тебя есть все, и жизнь одна. Нужно начинать прямо сейчас. И обстоятельств комфортных никогда не начнется, никогда не будет. Это точно. И будет всегда жесткое изменение, жесткие. Ты думаешь, что когда-то ты мягко там перейдешь в какой-то вид изменений. Ни хрена, ты просто сдохнешь. Вот единственное, что получится у тебя мягко, ты сдохнешь. А вот все остальное, вообще сама по себе вся жизнь, это турбулентность, понимаешь? Как выглядит кардиограмма сердца здорового человека? И как выглядит кардиограмма сердца у мертвого? Важно понять, что жизнь, она вот такая, понимаешь? Никогда не появится самого подходящего и удобного момента. Есть даже такая притча. Ехала один раз верующая женщина на поезде, и у нее случился секс с соседом по купе. И в итоге, когда она умирала, она вспомнила только лишь эту ситуацию, да, которая была для нее прямо, исход из правил. И поэтому нужно жить ярко, нужно эмоции проявлять в эту жизнь, потому что единственное, что мы можем словить в конце нашей жизни, это эмоции. Но если ты просто сливаешь всю свою жизнь на то, чтобы зарабатывать бабло, и ни хрена больше не получаешь, и сжигаешь свое здоровье, не окружаешь себя людьми, которые тебе приятны, не делаешь то, что ты хочешь, взять и увидеть, что ты находишься в системе и являешься зомби, невежеством. Ты начинаешь это понимать и воспринимать мои слова не как оскорбление, а как то, что этот человек говорит правду, и если этот человек говорит правду, значит он несет тебе добро, он несет тебе любовь, он несет тебе честность. А честность — это самая большая чистота, которая существует на нашей планете Земля. Система свыше продала доброту немножко под другим соусом. Его нужно благодарить его за то, что он говорит такие вещи, которые раздражают нервную систему. Только они спасают тебя, понимаешь? Но я не занимаюсь спасением. Мне нравится просто вещать, мне нравится общаться с людьми, мне нравится, как мы выходим на новый этап, мне нравится, когда осознают те вещи, которые мы с ними обсудили, когда они реально испытывают чувство искренней благодарности за то, что они испытали и прошли этот период. Ко мне пришла одна девочка на личное наставничество и сказала: я хочу к тебе, я не хочу к какому-то классическому психологу и так далее, потому что я общаюсь с тобой, я понимаю, что ты охренительно чувствуешь людей, я хочу к тебе. И это очень прикольно. Это реально очень прикольно, когда человек действительно понимает то, что когда я взаимодействую с человеком, я просто его чувствую. И язык тела никогда не врет. Когда человек сидит и рассказывает тебе что-нибудь, и как двигаются его глаза, как двигается его тело, что он делает, как положение тела, как он себя чувствует, насколько тело расслаблено и так далее. То есть все это говорит о том, что либо с тобой что-то не так, либо ты врешь, либо внутри что-то ты скрываешь. Жить своей жизнью — это единственное, что необходимо каждому из нас. Все программы, которые управляют нами, к сожалению, незаметны. Ну окей, у тебя там есть вроде чуть-чуть бабло. Ну вроде вот ты ездишь там что-то отдыхать там или еще что-то. Но всегда ты мечтал о чем-то крутом. Всегда ты мечтала о чем-то прекрасном, о чем-то вообще классном, своем самом интересном, что ты хотела или хотел сделать. Но у тебя появились дети, или ты начал работать, и в какой-то момент просто эта мечта, она ушла на второй план. Почему? Да, задачи, обязательства. Их много, я понимаю. Ничего не стоит ничего, если ты не живешь своей жизнью. Подумай о том, где ты сейчас. И подумай, вспомни те мечты, которые у тебя были, которые, я надеюсь, до сих пор еще подсвечиваются немножко маленьким, но заметным светом, который ты откроешь, который пробудишь и пойдешь в свою жизнь. Нужно выбираться. Скоро увидимся.